Что сегодня вы варите на обед? Я варю что-то эти дни. Вчера сладкого столько было. Я варю вот супчик простой с обычными роллтон яичные, мелкие рожечки. И хочу все-таки туда еще разбить пару яичков. Много не буду, 2 хватит. Хочу такой обычный супчик жиденький. А на ужин сварю кашу пшенную с тыквой сегодня. Такие. У меня хорошо дети едят супы. Я их варю не так часто, но несколько раз в неделю обязательно. Я сама, когда росла в детстве, у меня дома вообще супы не делись, а только борщ. Борщ, рассольник. А уже вот когда я подросла и стала готовить кушать, я стала готовить супы. Не солила. Курочку уже от косточек отделила. Картошечку забросила. Компот сварила сегодня у меня яблочко айва. Красивый такой, янтарного цвета он получается. А запах от него, от айвы, конечно. Некоторые друзья писали в комментариях, что да, айва это очень вкусно. Да, я только здесь познакомилась с этим плодом. Я не знала этот плод. Попассируется и одну морковочку туда. Пачком. Сегодня хочу еще лимоны залить медом. Сами лимоны дети не берут и не кушают. А вот из баночки в чай, морсик я делаю, будут кушать. Сейчас с супчиком разберусь. Картошечка. Еще прям чувствую, что еще сырая. Так. Рожки-рожки. Рожки-рожки. Так, ну резать я больше ничего такого не буду. Я уже буду готовить к лимончикам. Значит, досточка, ножичек. Этот хочу взять, его средний. Ой, лимоны. Баночки. Сейчас с супом дела решу. Я как-то клубнику заливала медом. Ой, малину. А сейчас заливаю медом лимоны. Пока обжарка идет, буду начинать. Попки отрезаю, пополам разрезаю и пошла. Что доча? А чем тут пахнет? Супчик варится. Супчик с рожками. Там не подходи, не заглядывай. Там горячий, да, доча. Никогда к газовой печечке не лезьте. Я люблю такой. Я знаю, что вы любите. Потому что уже пахнет оттуда. Да? В комнате Ну, пахнет. сейчас доваривается и будете кушать, да? Да. Очень много сладкого осталось со вчерашнего дня. По пол торта осталось. 2 торта было. И сладости. Дети сегодня вот завтракали. Сейчас надо супчик. Так, картошечка готова. Я высыпаю рожки. Так. Помешаю. Уже поджарка почти готова. В поджарочку немножко добавлю сливочное и
Подсолнечное я уже добавила, еще сливочного масла добавлю. Будет вкусненько. Я вообще, когда есть и то масло, я люблю смешивать, добавлять, делать на двух. А еще когда жир топлю, еще чуть-чуть жирочка добавляю. Ну это в борщ, там еще во что-то. И в супчик нет. В супчик не добавляю. Так, ну вот, закипает. Чуть-чуть варится. Я пока, руки у меня чистые, я пока... Вот я уже немножечко нарезала и медом залью, чтобы пропиталось все хорошо. И начну следующие нарезать. Ну пусть расходится. Так, у меня уже зажарку я прям в самом конце добавляю. В самом-самом. В конце жарки я добавлю еще зубчик чесночка. Чтобы такой вкусный запах был на миленькой терочке. У меня есть чеснокодавилка, но я что-то ей не пользуюсь вообще. Так удобно. Все, зажарку я уже выключаю. Чесночок добавила, и здесь с уголочка чуть-чуть укропа положила. Деток надо приучать. Малыши копаются, выбирают. Я думаю, это у всех так. Так, лавровый лист уже закину. И яичко. Так, выливаю. О, с яичком. Рожечки такие некрупные и яичко. Яичко с вермишелькой делаю. Ну, мне вот сегодня с рожечками захотелось. Не принципиально. Также сверху морковки я хочу насыпать черный перчик. А приправу хмели-сунели сразу сюда. У меня хмели-сунели. Ух, как хорошо положила. Хмели-сунелечка. Все. Яичко выложила. Прям минуточка. Соединится это все. И можно все выкладывать. Здесь мороженый укроп, лук, перчик и морковочка. Во. Прям еще минуточка. Ой, красивый какой получился. Еще минуточка и все. Такие некрасивые пенки поубираем собачкам. У меня всегда тут кастрюлька стоит для собачек. Отходы сразу. Ой, какой супчик. Вот такой супчик я ребятишкам на обед сварила. У них есть торт, печенье, конфеты. Но я все, конечно, сразу не дам. Они сейчас печеньки доедают и торт. Да. Я больше не могу. Я уже хочу кушать. Сейчас еще надо минут 10 постоит, и потом я вас позову кушать. Все, чуть-чуть пусть настоится супчик. А я продолжаю заниматься. Сейчас руки уже помою хорошо. А пока супчик настаивается, я думаю, я успею залить медом свои лимоны. Я порой даже детям вот беру мед с лимоном и на обед вместо компота намешиваю. Очень часто делаю. И они с удовольствием выпивают мед с лимоном. Он же вкусный. А когда он еще и вот настойный такой, вообще вкусно получается. Сейчас мед, лимон даст сок. Малину, вот которую тоже делала, тоже часто достану детям. Вместо компота разведу с тепленькой кипяченой водичкой на обед. И они пьют. Зато витамины не вареные, ничего. Здесь еще и лимончик съедят. Сейчас лимоны надо кушать. Тем более вот это лимоны, это наши абхазские. Вот мы взяли яблок, целый большой пакет такой здоровый, черный. И вот сколько они лежат, вот мы их везде накладываем. Это уже последние сегодня выложила.
Дети берут их в школу, они их дома. Вот они за день вытаскивают эти вазочки. Я им утром опять накладываю. Сегодня последние выложила яблочки. Здоровый пакет мы покупали. Такой черт там. 800 рублей, я помню, мы за него отдали. По 40 рублей купили, да? И это 20 килограмм получается. И получается, что вот они его едят. И ни одно яблочко, вот наше краснодарское, даже червоточинка не появилась. Надо опять сейчас. Ну, сейчас хотим прямо вот здесь на садах взять. Ну вот. Одна баночка готова. Сразу ее закрываю. Чуть-чуть, чтобы все в меде было. Еще сок же даст. О, все в меде. Парням дать задание, чтобы сели орехов мне намолотили. Еще орехи медом зальем. Я делаю, но по чуть-чуть делаю. А чтобы стояло хотя бы литра 2. Чтобы они тоже кушали такое. Первая партия ребятишек садится кушать. Обедают они. Сынок, кушай и к репетитору. Костя сейчас убегает. У него в 13:30. Сейчас время 13:00. Дети пришли со школы. Ой, Анюта, с каким аппетитом. Ты что голодная такая со школы пришла сегодня? Кушайте. Приятного аппетита. Бон аппетиты. Бон аппетиты. Потому что так вкусно, я не могу остановиться. Кушайте, Костя, и к репетитору. Только баночек получилось 2 литровых. Полностью в меде. Ну, это сейчас бабушке унесу маленькую. И оставила для выпечки. Дети начинают приходить. Василиса, Уля кушают все. Снежана рыдает. Анютка уроки принесла. Кушайте супчик. Владик, давайте ручки сначала помой. Ой, пойду-ка я лампу включу. А где она, Никита? Ты убирал, сына? Мама, где доктор? Вот смотри, дочь. Где, Никит? Где? Лампа, которую ты вот отсюда убирал, микробов убивает, которая. Вот это что за буква? Это Д. В кабинете неси ее. А это что за буква? На ужин буду варить пшенную кашку. Порвался пакетик. Сейчас вот так насыпаю. Вот такая большая кружка, она побольше, чем стакан. Ну, чтобы на нашу семью полностью одной кружечки вот этой хватит. И 2,5 кружки таких водички налью. И помою. Вот я сейчас холодной водой помою. А после того, как помою холодной водой, обдам кипятком. И солью. Чтобы, не знаю, мне когда-то так сказали, чтобы горечи не было. Я так и делаю. Вот. Буду пшенную кашку на ужин варить с тыквой. Тыква красавица стоит. Сейчас кипятком. Ульяна сегодня у меня оператор. Сейчас кипяточком обдам ее хорошо, чтоб не горчила. Говорят, после того, как кашку холодной водой помоешь, надо кипяточком обдать. А потом уже заливать. Смотрите, и сразу, главное, столько еще прям грязи выделилось. Так. Ну, а теперь мы нашу пшену будем заливать. 2,5 таких стакана. В принципе, варю ее по технологии риса. Сейчас она будет закипать. Всем привет. Так, вот она моя кашка варится. Оу! Ой! Оу! Осторожно, тут вытерто. Тапочки, сразу тапочки. Тапочки сразу. Я варю кашку с тыквой. Привет, Ванечка. Привет, сынок.
Мам. Вау, залетел мама и сразу встала. Я просто хочу. Целый день не видела. Так Так, хочу. Мама! попьешь, ну заходи, все ставь. Ну давай сюда. Все приходят, шум. Суета. Вот она кашка, которую я варю, но я хочу, чтобы она хорошо-хорошо разварилась. Я поставила тыкву, чтобы она отварилась, как картошечка. Ульян, дочь, подойди сюда, пожалуйста. Тыква, как картошечка варится. Я ее потом блендером забью и в кашку. Ну, про это потом. А здесь у меня кипятится молочко для кашки. Я еще не солила и не ложила сахар. Мама, это правда, что тыква? Это тыква, я ее. Ваня, тапочки. 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 Да, а остальную тыкву я сейчас разрежу и заморожу для будущих каш. Пока у меня кашка варится, тыковка, я забыла включить газ, и вот у меня тыковка варится, как картошечка. Сейчас как она сварится, она закипит и буквально 2 минуточки, 3, и я ее блендером сделаю и соединю со своим пшеном. А тут молочко подходит, на бок встала. А я делаю такие на раз вот заготовки. Раз в кашку достала. Раз. Ванек пришел, сразу телевизор включил. С музыкалки приехал. Что там на музыкалке было? Да, там сейчас оркады, маски. В общем, Ой, там, в музыкальную школу без оркада не запускают. Ой, ну, вот так вот у нас уже в музыкальную школу без оркада не запускают. Остатки тыквы я порезала в порционные мешочки. Буду деткам варить рисовую или пшенную. Раз достала, раз достала, раз достала. Раз... У меня там еще есть морозильную камеру. Сейчас жду, пока тыква закипит, и начну делать кашку. Слила, вот такая получилась у меня тыковка. Я ее слила. Теперь миксером, все знают, как так делаю. Вот. Вот так делаю, чтобы кусочков прям не было. Вкусненько. Малыши и так такое не хотят идти, а это очень полезно, кушать надо. Мы вчера, у нас ужин был, осторожно, сыночка, горячая, горячая. Ну, а то брызнет на тебя. Мама, вот это Серега. Кого? Серега. Серега? Так, Ну, игрушку вам накрыла, да? у меня, сейчас я выкладываю все сюда. О! И я кашку разварила, очень сильно-сильно разварила. Вот она какая получилась. Кашка, когда остывает, она густеет. Поэтому молочка побольше добавлю сейчас. Вот она какая. Молочко порциями вылью. Оно у меня горячее и кипяченое. Я вот сейчас чуть-чуть вылила, половина. что Вань-то рассказывал? Без камеры. Без камеры прыгал. Взял камеру в руки, Понимает, все, сел. конечно. Ты рассказываешь, что смотришь Да. по телевизору? Пап, смотри, наливай. Ага. Это, сыночка, подожди, дай я кашку. Все, моя... Сынок, тихо. Моя кашка закипела. Добавляю в нее... Ой, бок испачкала. Маслица так славненько. Все. Перемешиваю. Маленький еще огонь включен. Вот такая, смотрите, какая красивая пшеная кашка у меня получилась. И сейчас Даже не дети... видно, что это пшённое, да? Даже не видно, да. И сейчас детки будут кушать. Все. Готовьте такую же кашу. Садятся кушать детки. Осторожно, доченька. Потихонечку. Сначала все язычком пробуем. Потом кушаем. Вкусно? Да ты чё? Это самая лучшая похвала.
Всем очень понравилась куша. Положила, что так вкусно. Вкусно. Потому что пшено так сварено вкусненько. И тыковка. Друзья, ну вот просто неземной вкус какой-то. Я просто в шоке. Что вот насколько я не сильно любитель каши, но я просто вот даже в ресторане такой можно заказать. Это очень вкусно, вот, поверьте. Поверьте на слово. Да надо. Я прям... Все, последняя. Забираем Чай эту пей, Ваня, ты сейчас... кашу. Мама кашу не поела. Ну и ничего маме не будет. Ложку ему положи, Даже пап, сложно. своей каши. Даже сложно определить, ну, что это за каша. Маленькие дети кашу едят на перебой. А мне как приятно вообще. Снежана и Ваня, это же у нас два таких едока. Да, если они едят, это уже 100% очень вкусно. Я уже дома, сейчас же уже почти зима наступает, но дома жарко. Кушайте, детки. А, У нас в комнате, когда спишь, очень жарко. Да, и у нас. А у нас, да, у меня. говорят, жар костей не ломит. Мне холодно. А тебе холодно? Да. Холод тоже не ломит. Ляжь под одеялко. Сегодня Что тебе? Укройся, если тебе холодно. Наталья Викторовна открыла дверь и окно, а снова стоит жарко. Везде жарко, и дома у нас очень, Вкусно, я если знаю. учитывать, что это еще и полезно. Власти холодно. Это хорошо. В принципе, я готов такую кашу есть каждый день. Богатый стал. Кто готов каждый день такую кашу есть? Кашу каждый Такой день. привкус, как будто вот такой прям сладкая-сладкая. У нас Ага. одна девочка. Ну ничего, что там сахар, да? Мама, я знаю, которая у нас одна девочка ходит в штанах Василиса говорила, ее зовут Ну, у нас Анюта уже в штанишках ходит. Учительница разрешила в комбинезончиках ходить. Я же написала учительнице, показала ваши фотографии с комбинезончиками. И она разрешила. Анюта иногда платьишко одевает, иногда. Сегодня в штанишках ходила, да, доча? Да. Мама, я фото сделал, Какое? как тебя. Меня сделала? Да. Мама, когда я в школу хожу, все на мой телефон нападают. А у тебя что, он у одной? Еще там у Славика есть, у Егора. Я вот, конечно, не нравится мне, что вы носите телефоны. Мама, я нападают девочки еще на мой телефон. Так шишка на лбу у тебя и синяк прошел, а шишка, от которой ты скрыла, Вкусно печенье. где ты оставила. А так шишкой. Большая. Пожалуйста, сыночка. Шикарная каша. Вообще. Ну, жаркая каша. Жаркая каша, так ты добавки много съел. Да. Владик, а там в кастрюльке в маленькой кипяченое молочко можешь мне налить? Не, у меня нету кружки, я ничего не пила. У меня кашу дети забрали. Кружки тоже нету. Самая сытая. Ну и хорошо, я не хочу. Почему это вот эта вилочка ломается? Спасибо. Это Ну, вы моя. ломаете. Пожалуйста, сыночка. Это мне когда-то бабушка говорила. Давайте скажем до свидания. До свидания. Маме А маме молоко.